Доброе утро, зрители Stop Game! В эфире Инфакт. The Blood of Dawnwalker — так называется первая игра студии Rebel Wolves, состоящей из бывших сотрудников CD Projekt Red. Давеча проект обзавелся кинематографичным трейлером и ворохом подробностей. Мы отправимся в мир темного фэнтези в альтернативной Европе 14 века. Кровопролитные войны, чума и голод открыли дорогу вампирам, которые решили, что настало отличное время для захвата власти. Главным героем выступит юноша Коэн, которого обратили в вампира на полшишечки. То есть ему надо пить кровь, у него есть суперспособности, но при этом дневной свет ему не помеха. Однако время суток будет влиять на его умения и сюжетные последствия. Если долго не утолять жажду крови, Коэн может потерять контроль и убить своего собеседника. У героя есть 30 суток, чтобы успеть вызволить родных из лап кровосисей или же отомстить своему правителю. И хотя это время начинает тикать только в строго отведенные сюжетные моменты, им все равно придется пользоваться с умом. Авторы называют The Blood of Dawnwalker нарративной песочницей, где разделения на основу и побочки не будет. Завершить все истории за одно прохождение не получится, что должно подталкивать к повторному забегу. The Blood of Dawnwalker выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series когда-то в будущем. Даже примерных сроков авторы пока не называют. Издание MP First выкатило статью, в которой журналисты делятся раскопанной инфой по грядущему ремейку Oblivion, который не Skyblivion, а официальный от Microsoft. Информация, если верить статье, была извлечена с сайта бывшего разраба из студии, занимающейся ремейком. Но давайте к сути. Обновленные четвертые свитки разрабатываются на 5-м Unreal. Игра будет полностью переделана, так что стоит ожидать значительных изменений в сравнении с оригиналом. В частности, будут пересмотрены 6 геймплейных систем: выносливость, скрытность, блокирование, стрельба из лука, реакции на удары и интерфейс. Механики блокирования будут переделаны на манер Souls-лайков, мол, старые воспринимаются как-то скучно и бесяче. В режиме скрытности будет обновлен метод подсчета урона, а иконка стелса станет более читаемой. Персонажа будет труднее нокаутировать, когда шкала выносливости опустеет. Стрельбу из лука намерены сделать более современной и удобной. HUD также станет более читаемым и привычным игровой молодежи. Наконец, будет улучшен отклик в реакциях героя и NPC на удары. Звучит, в общем-то, вполне правдоподобно, осталось только дождаться официального анонса с подробностями. Создатели диаблоида Wolcen Lord of Mayhem анонсировали новую игру под названием Project Pantheon. Это будет Extraction Action RPG в постапокалиптическом Dark Fantasy антураже, вдохновением для которого послужили сказки и фольклор со всего света. Наше путешествие начнется в переосмысленном мире скандинавских мифов. Разработчики обещают PvPvE геймплей, разнообразные карты, десятки заданий и горы лута. Игра позиционируется как гибрид Diablo и Escape from Tarkov. Первым делом мы окажемся в собственной крепости, где будем настраивать снаряжение, готовиться к сражениям и развивать свою базу. После этого выбираем локацию с уникальными целями и ценной добычей. Если не удастся вовремя свалить с уровня или персонаж помрет, то он потеряет все, что будет иметь при себе. Предметами, получаемыми в качестве награды, можно будет обмениваться с другими игроками. Project Pantheon будет распространяться по системе Free-to-Play Steam. Вчера я рассказывал о полученной от мистера Nate the Hate свежей инфе по второму Switch'у. Так вот, мужик продолжает сыпать подробностями. На этот раз он заявил, что на Switch 2 выйдет целый ряд игр Ubisoft. Одной из первых станет Assassin's Creed Mirage, а позже выкатят Assassin's Creed Shadows, Rainbow Six Siege и The Division. Также возможен выход коллекции Mario Plus Rabbids, но пока что на этот счет ведутся переговоры. Еще на второй Switch закинут Metal Gear Solid Delta Snake Eater, причем уже в 2025 году. Это несмотря на то, что ремейк не получил сроков релиза даже на официально анонсированный список платформ. Наконец, в этом году на консоль должен выйти порт Final Fantasy VII Remake, а в следующем выкатят и Rebirth. Ремастер-коллекция 4, 5 и 6 частей Tomb Raider от студии Aspyr обзавелась роликом, демонстрирующим разнообразных боссов, от бога Сета до механической головы. К
слову, обновленную Ларку ждать осталось совсем недолго. 14 февраля сборник стартует на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch и порадует фанатов облагороженным графоном, 2 схемами управления, шкалами здоровья у боссов, которых так не хватало раньше, и 150 достижений. Первый трейлер аниме The Witcher Sirens of the Deep представила Netflix. В ролике Геральт размахивает саблей в битве с морскими тварями и говорит голосом игрового Геральта из английской локализации. Сюжет основан на рассказе Сапковского «Немного жертвенности», в котором князь Аглаваль нанимает Геральта в качестве переводчика, дабы пообщаться с возлюбленной Сиреной Шьеенас. Как обычно, все идет не по плану. Аглаваль оказывается на волоске от смерти, а между людьми и морским народом назревает конфликт. The Witcher Sirens of the Deep стартует 11 февраля. И еще одна новость об околоигровом кинце. Sony Pictures вот-вот поделится трейлером по мотивам Until Dawn. Ну, зачем показывать трейлер, когда можно показать рассказ о трейлере? Главной героиней выступит девушка Кловер. Год назад ее сестра загадочно исчезла, и теперь вместе с друзьями Кловер приезжает в уединенный домик в глуши, чтобы раскрыть эту тайну. В ходе приключений на них нападает маньяк в маске, но после смерти ребята вдруг просыпаются в начале того же вечера, и им приходится переживать его раз за разом. Вот только оказывается, что количество жизней ограничено, и чтобы спастись, придется дожить до рассвета. В мировой прокат картина выйдет 25 апреля. За сим у меня все. Больше новостей читайте у нас на сайте. А еще не проходите мимо статьи Кирилла Волошина, составившего подборку самых ожидаемых ролевых игр 2025 года. Я из нее аж 12 штук себе в «Буду играть» добавил. Приятного аппетита и хорошего вам дня!